Привет, это Тостер. У нас, как всегда, много интересного о домашней технике. Более 500 видео в разных плейлистах. Подписывайтесь на канал. Давно мы не снимали встраиваемые холодильники. Ну что, пора посмотреть, что есть, что происходит в этом сегменте домашней кухонной техники. Встраиваемые холодильники, они весьма востребованы по понятным причинам. Ну вот если новая квартира, новая кухня, то, конечно, в основном ставят туда встройку. Ну это просто логично и современно. И так больше простора для дизайнерских экспериментов на кухне. И вот, это видео, оно особенно полезным, что ли, у нас получилось, вот на мой взгляд, потому что в нем сразу несколько реально интересных вариантов того, что может оказаться на вашей кухне. Сначала я расскажу о классическом встраиваемом двухкамерном холодильнике Hi-Story, а потом еще про холодильно-морозильную комбинацию Hi-Story с возможностью полного изменения функциональности одного из элементов, одного из отделений. Мы для съемки построили специальный такой мега-мебельный профиль. Я его даже немного побаиваюсь, если честно. Он такой получился внушительный, объемный. Но во всем есть логика. Все не просто так. Смотрите видео далее, и все станет ясно. Смотрите и представляйте холодильники из видео на своей новой кухне. Итак, классический встраиваемый двухкамерный холодильник с морозилкой Hi-Story. Высота у него почти 2 метра, ну и вместимость тут хорошая. Полезный объем всего холодильника 300 литров. Это очень даже норм для встройки. Здесь Total No Frost. Не нужно заморачиваться вот ручным размораживанием отделений. На холодильное отделение, в принципе, довольно такой базовой конфигурации. Здесь несколько уровней для полок, соответственно, ну, можно их переставлять по высоте. Сами полки из закаленного стекла и выдерживают хорошую нагрузку. Ставьте кастрюли, тяжелые банки, арбузы, все будет нормально. Есть несколько воздуховодов вот на разных уровнях. Холодный воздух равномерно по всему отделению распределяется. Это важно, потому что не нужно думать, куда положить что, где холоднее, где теплее. Светодиодное освещение, оно яркое. К тому же светодиоды долго служат и меньше расход электроэнергии. Ну что, встречаемся ночью у холодильника со вкусняшками, а свет на кухне не включаем, чтобы нас не застукали. Хватит света от светодиодов. В нижней части холодильного отделения бокс для овощей и фруктов с контролем влажности. Ну, это уже такой классический подход. Поскольку бокс один, я бы что-то среднее по влажности рекомендовал выставлять. Потому что, ну, если разные там овощи, фрукты хранить будете, то идеальные условия хранения у них могут разниться. Бокс этот довольно большой, 27 литров. Еще важный момент – большие полки, балконы на дверцы. Реально какие-то бутылки с напитками, упаковки сюда поместятся. Такое максимальное удобство хранения разных продуктов. И вот сейчас мы смотрим на этот холодильник, ну, когда он пустой, да, чтобы все хорошо рассмотреть, чтобы вы увидели, как, собственно, он вообще выглядит, где и что в нем. А теперь он же с продуктами. Видите, да, реально много продуктов помещается. И на полках, и тут в зоне свежести много всего. Посмотрите, как работают вот эти широкие полки, балконы, сколько всего мы на них поместили. Я прямо отдельно отмечу их в этом холодильнике. Прежде чем заморозимся, ну, про морозилку расскажу, хочу вот на что еще обратить внимание. Здесь двухконтурное охлаждение. Это полезное современное решение. Для каждого отделения свой охлаждающий контур. Значит, нет излишне прохладного и сухого воздуха в холодильном отделении, а запахи продуктов не попадают в морозилку. Нет вот этого смешивания. Дело в том, что при замораживании, особенно если вдруг что-то где-то плохо упаковано, продукты очень неплохо впитывают посторонние чужие запахи. Но в этом холодильнике Hi-Story не впитают. Однако все равно рекомендую хранить продукты такими хорошо упакованными, чтобы они друг с другом не взаимодействовали, не пропахли. Это просто еще такая гигиена хранения правильная. И еще важный момент – компрессор тут инверторный. Это в некоторой степени уменьшает расход электроэнергии, класс энергоэффективности А++, что вообще-то очень неплохо. Инверторный контроль
контроль мощности позволяет компрессору работать по определенному алгоритму без постоянных включений и выключений, что снижает шум, и увеличивает срок службы компрессора. По шуму, кстати, здесь всего 35 дБ, это реально супер тихо. Хороший современный уровень. Прибавьте к этому еще то, что частично звук же поглощается фасадом мебельным. Итак, морозилка. Повторюсь, не надо ничего размораживать вручную. Total No Frost вообще во всем холодильнике. На самый верхний ящик, он удобен максимально для продуктов, которые чаще вы используете. Быстро их взяли и положили обратно. Ну а для остального два классических ящика, побольше и поменьше. Вообще, сама морозилка, вроде как не огромная. Но опять же, посмотрите, мы ее наполнили разными продуктами, и немало их поместилось. Определенный запас продуктов такого длительного хранения создать вполне получается. Впрочем, если есть потребность хранить больше продуктов, разных, свежих и длительно в морозилке, то у меня для вас есть еще кое-что интересное. Смотрите видео далее. Вот как это выглядит. Благодаря отдельному холодильному отделению и отдельному морозильному вы сможете получить на своей кухне реальный большой вместительный, по сути, сайд-бай-сайд холодильник. Это такая конфигурация, которую вы у нас сейчас и видите. Но если удобно разместить отделение в разных частях кухни, может что-то вообще не на кухне, то это тоже легко делаете. Вариативность в этом плане доступна, что хорошо и для создания дизайнерского решения какого-то на кухне, и для ситуации, когда что-то куда-то не помещается целиком, но можно разделить и использовать. В общем, удобно такой конструктор получается. Заносить, кстати, в квартиру тоже удобно по отдельности. Все они супер тяжелые, огромные, сайд-бай-сайд классические. Большое холодильное отделение. Здесь No Frost, многопоточное охлаждение. Здесь это особенно важно, потому что большой объем отделения, и надо, чтобы не было значимой разницы температур вверху и внизу, чтобы на любой полке продукты качественно, длительно сохранялись. Причем тут еще есть момент, что воздух внутри избавляется от запахов, которые могут возникать в холодильнике. Они далеко не всегда, эти запахи, неприятные, скорее они в большинстве случаев, не обязательные, что ли, да, от разных продуктов. Я не знаю, рыбкой пахнет, курочкой где-то, от борща в кастрюле. Это все минимизируется в этом холодильнике High Story. Стеклянные прочные полки, можно переставлять их по высоте, можно убрать какую-то, если нужно. Тоже довольно широкие полки-балконы, которые берут на себя такую немаленькую нагрузку, много чего можно разместить. Внизу два, это очень круто, два контейнера для овощей и фруктов. Круто, потому что удобно. Можно отдельно овощи, отдельно фрукты, да вообще как хотите, можно. И верхний контейнер, он с регулировкой влажности еще. Есть и металлическая съемная полка для хранения бутылок с напитками. В таком большом отделении это логично. Ничего ничему не мешает, не съедает, в общем-то, пространство. И я много видел холодильников разных, такая работа, поэтому люблю какую-нибудь фишку полезную в холодильнике найти. И нашел в этом холодильнике High Story. Это мобильный контейнер, да, он для всяких мелочей. При этом он объемный довольно, так что мелочей много поместится. Какие-то йогурты, молочные продукты, может, кулинария мясная, деликатесы. Фишка в том, что этот бокс, он реально мобильный. Его можно подвесить на любую полку практически, на любом уровне удобном для вас он может быть. Или его можно вообще убрать, если считаете, что без него лучше. Люблю такое в холодильниках. А это уже большое морозильное отделение. Тут, конечно, тоже никакого ручного размораживания, No Frost. Такая современная система хранения продуктов. Есть классические большие ящики, да, выдвижные. А есть полки. Удобно хранить разные продукты. То, что используете чаще, можно как раз на полках. Этот мобильный бокс, он в данном случае его можно использовать, чтобы заморозить быстро что-то типа грибов, ягод, нарезанной зелени. В общем,
реально такая хорошая большая морозилка, такой по сути шкаф морозильный, и класс морозилки это и 4 звезды, кто-то их снежинками называет. То есть можно и по 6 месяцев, например, хранить продукты, температура здесь ниже минус 18. Но есть еще и сюрприз, и он приятный. Эта морозильная камера может быть легко перенастроена и работать как холодильное отделение. То есть, если у вас, не знаю, большая семья, если отдаете предпочтение именно вот свежим таким продуктам, не длительного хранения, вот вам дополнительный объем холодильника, да, холодильного отделения. И повторюсь, может быть, это все встроено вот так комплектом, как у нас для съемки. Но если, например, вам нужен отдельный холодильник, где-то может, на террасе, в какой-то гостевой зоне, да просто дополнительный в кухонной зоне, можно отдельно все это встроить. И вариативность надо, используйте как морозилку, а надо как холодильник. Напишите в комментариях, как вам такое решение. Я бы еще отдельно дизайнерам интерьеров советовал обратить внимание в данном случае на технику High Story. Тут можно развернуться. В отдельный блок выношу управление и дополнительную функциональность всех этих холодильников High Story. Собственно, управление у них схожее. Сверху панель, тут все несложно. Изменяется интенсивность охлаждения, замораживания. В двухкамерном холодильнике классическом есть режимы суперохлаждения и суперзамораживания. Для разных отделений они, соответственно, нужны для быстрого снижения температуры в камерах, да, если нужно там загрузить большое количество продуктов сразу. Есть и режим отпуск, когда полноценно работает морозильная камера, в ней можно продукты длительного хранения оставить на весь период вашего отсутствия. Холодильное отделение перейдет в эконом-режим, можно с закрытой дверью оставить, и запаха внутри неприятного не будет, потому что внутри будет около плюс 15. Но и схожее управление у элементов холодильно-морозильной комбинации. Тоже панели сверху, тут все просто, понятно, и это прекрасно. Итак, по сути, мы вам показали топ-3 встраиваемых холодильника-морозильника High Story. Отличные модели, хорошо продумано хранение продуктов. В двухкамерном ничего лишнего, все отдано именно под объем, под вместимость. И 2 отдельных контура охлаждения, что важно. Во встраиваемом холодильнике отдельном, который без морозилки, такой большой объем, что можно и про дополнительные удобства подумать, типа вот держателя для бутылок металлического или моего любимого мобайл-бокса. А вариативный морозильный шкаф, который может работать и как холодильное отделение тоже, если нужно, просто перенастраивается легко по температуре. Это вообще шикарно. И еще важно, вот в этой вариативной модели, а также во встраиваемом двухкамерном холодильнике High Story модель 1940 установлены компрессоры Toshiba. GMCC Toshiba в реальности технологически это именно Toshiba. Маркировка с 98 года именно такая. И в случае с моделью 1940 компрессор инверторный. У встраиваемого холодильного отделения компрессор Zasipera, не менее известная марка компрессоров тоже. По энергоэффективности и шуму при этом все 3 модели на современном уровне. Все холодильники с сигналом открытой дверцы, сами дверцы можно так повесить, чтобы открывались в удобном направлении. Да? Заглушки для этого дела они идут в комплекте. Все модели со слайдерным скользящим креплением фасада. Внешние мебельные панели прикрепляете, и никаких ограничений по весу нет. Не высчитывайте это, как в случае с фиксированными креплениями. К качеству пластика, деталей, ящиков у меня нет претензий. Напишите нам в комментариях спасибо, потому что нас регулярно просят про встраиваемые холодильники рассказать, что нового есть. Вот, держите 3 отличных варианта. Тостер рекомендует встраиваемые холодильники и морозильники High Story. Пользуйтесь и, что называется, нас вспоминайте добрым словом. И не забывайте в комментариях делиться своим опытом использования разной бытовой техники. Этот тостер мы не делаем из домашней техники и сенсации, но зато подробно рассказываем о том, как она реально работает и какая нам с вами от нее польза. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со всеми заинтересованными в теме
встраиваемых холодильников. Заходите также на сайт Toster.ru. Есть мы в Яндекс.Дзене, в Телеграме, в ВК. Там не только наши видео, но и много другого интересного о домашней технике, вообще о доме и быте от нашей команды. До новых обзоров и тестов. Пока!